Всем привет! Привет старым подписчикам, привет новым подписчикам. Я уже надеюсь, вы заметили мой необычный фон. Это группа World of the Lost. Я думаю, вы уже все знаете. И футболка World of the Lost. А все почему? Потому что мы будем сегодня смотреть их эпизод с Екатеринбургом. У группы World of the Lost есть свой канал. Называется TV World of the Lost. Там они выпускают свои влоги со своих концертов. Но также у нас на ютубе еще есть канал Lotal Info. Это канал, посвященный переводам интервьюеров, их эпизодов. Это делают наши девочки из России. Также есть группа ВКонтакте Lotal Info, где они тоже также делают переводы, интервью, там разные видео добавляют, фото. Поэтому мы с канала сегодня Lotal Info посмотрим эпизод, чтобы мы понимали, о чем там. Им, девочкам, огромное большое спасибо, то, что они это переводят, что не все знают английский, также там еще и немецкий, и это очень облегчает, когда ты смотришь эпизоды. Я думаю, наверное, стоит чуть-чуть рассказать, как я начала их слушать, потому что за, по-моему, 5 у меня видео связано с вордами, я еще ни разу не сказала. Итак, как обычно, ВКонтакте мы листаем стену, у меня много музыкальных именно групп, где там разные постят музыку. Я уже не помню, я, наверное, года 4 или 5 лет слушаю вордов, где-то так, вот. Как всегда, листала много постов, смотрю. Да, мне привлекла очень сильно фотка. Я потом вставлю, где я начала посмотрела сначала фото. Потом, послушав пару песен, мне понравилось. Они играли в Industrial, в Gothic, там смесь у них получается. Также я пошла посмотрела, как обычно, с Википедии, откуда они. Они, оказывается, из Германии были. Но поют они на английском, но у них у Криса Хармса есть сольный проект, где он там поет на немецком. Жалко, что они именно в формате World of the Lost не поют много на немецком. Потому что у Криса голос очень классный, это, если хотите, можно всегда убедиться на концертах. Потому что, вот, честно, его голос отличается от записи на аудио и вживую. Там вживую у него намного голос пониже, что ли, глубже. Он прям такой притягательный. Так вот, когда я начала смотреть про группу, оказывается, у них есть еще свой канал, TV World of the Lost называется. Вот. И там они выходят эпизоды. Я начала смотреть, конечно, с первого эпизода. Да, там по-английски ты там не понимаешь, но интересно, затягивает. Получается, когда только начала группу слушать, я прям залпом смотрела все эпизоды. Я когда смотрела эпизоды, получается, у них несколько уже составов вордов поменялись. Раньше у них было больше человек, по-моему, 6. То есть раньше у них была на барабане девушка, Анни зовут. Сейчас она уже не играет. Потом у них был Сепста и кто-то еще. Один остался в The Pleasure играть, а второй у них татуировщиком. Вот. Получается, эпизоды у них начинались, когда у них на барабанах был еще диско. Диско и Бог играл на гитаре. Это мой любимый состав группы. Вот. Когда, конечно, я начала смотреть, я еще не знала, что, оказывается, Диско ушел из группы. Просто если смотреть эпизоды, то там появляется блондинистый парень накачанный. Это Тоби, барабанщик, их бывший тоже. Я сначала не понимала, что за парень там постоянно ходит, а где Диско, неизвестно. Еще группа есть также ВКонтакте, World of the Lost, именно посвящена им. Я так не смотрела, а потом, когда я уже зашла, вступила, полистала стенку, там было написано, что Диско ушел из группы. Вот, он, по-моему, играл в Blue Tangle, сейчас я не знаю, где он. Информация это и нет. Вот, и потом там был Тоби. С ним я как-то этот период эпизодов перестала совсем смотреть, что-то мне как-то не нравилось, мне не совсем нравится, где в составе был Тоби. Это у каждого свои вкусы, понятно, но, конечно, он отменный барабанщик. Крис бы так бы его и не взял, если бы он плохо играл бы. Но мне как-то по душе именно состав, где Бо и Диско. Потом у них Бо ушел тоже, он ушел Тоби, и вслед за ним Бо. И на место них, получается, пришел Никлас, барабанщик, вот он.
А вообще он играл в группе Эрлинг, я оттуда его знаю. Эрлинг сейчас тоже немножко поменяли, но маленькое отступление. Чуть-чуть у них по звуку не так идет. С Никласом мне больше нравилось. Верните Никласа обратно. Вот, и на гитаре у них сейчас Пи. Это мой тоже, вот у меня два любимых состава, это вот Бой Диско, Пи и Никлас. Не знаю, мне как-то так подобралось, что там прям классно. Так вот, у них вышел эпизод с Екатеринбурга, мы сейчас его посмотрим, узнаем, гуляли, не гуляли они по Екатеринбургу, понравился, не понравился. Я не смотрела, и поэтому я не знаю. Я еще надеюсь, мне не напишут с канала Lord 777, что это нелегально. Потому что есть маленькая связана с этим история. Есть канал Lord 777, я не знаю, это может личный Криса канал или как бы тоже группы. Вот. Они выступали в том году летом на Мэри Луна. Была трансляция, вот, и как бы, ну, я записала это, потому что не все смотрят, и на Мэри Луне вроде недолго хранятся эти записи. И как бы не каждый же правильно может попасть. Вот, я потом выложила на канал, это было не сразу, как Мэри Луна прошла, там что-то через пару дней. И при этом мне потом приходит сообщение с аккаунта, в комментариях я вставлю ссылку, вернее, у меня скрыто это видео, потому что я знаю, что это не было особо, это было нелегально. Вот, я оставлю потом скриншот. Там было написано, типа, с аккаунта Lord 777. Удалите, пожалуйста, это нелегально. Но самое обидное в плане того, что до меня выкладывали это видео, нигде не было написано. И после меня выложили, тоже выкладывали это видео. Там еще одного парня я смотрела, у него прям что-то там очень много просмотров. И ему почему-то не написали, что это нелегально. Это обидно, знаете, в этом плане. Ладно, пожаловалась. Так что сейчас посмотрим. Все, приступаем. Итак, я напоминаю, что это видео с канала Water Fall, где с русскими субтитрами. 2:42, это чё? Почему так мало? Обычно у них эпизоды идут очень много, ну, минут 10 точно. Старые так вообще минут 15 были. Я знаю, что этот эпизод по трансляции, как сказали Пи и Класс, его делал Никлас. Поэтому интересно, что он там наделал. Да, у нас в Доме печати висят люстры. Das einzig Schlechte, was ich bis jetzt über diesen Club sagen kann, ist, das WLAN reicht nicht bis zum Club. А еще, кстати, они везли с собой всю аппаратуру, потому что Никлас играл на своих барабанах, а потом там был Бэнк и Наси, по-моему, девушку зовут. Я не забываю все время ее имя. Получается, они были за этим звукорежиссерским пультом. Кстати, странно, где у них этот Бенjamin, который такой блондин, все время не любит, когда снимает на камеру. Ой, я вижу себя, правда, со спины, но вижу. Там еще и Таня. Ой, там и Саша, сестра, тоже им подарочки дарим. Что-то только анимит показали чуть-чуть, и сейчас туториал от Пи. Кстати, если посмотреть московские и питерские эпизоды, там тоже были туториалы от Гарда и Никласа вроде. То есть мы сейчас 2 минуты будем смотреть историю.
лордовские шуточки. У них, если посмотреть старые эпизоды, у них есть свои особенные шутки, особенные свои моменты, которые понимают только как бы фанаты. И кто когда первый раз посмотрит, он скажет, типа, это что вообще такое? И это тоже прикол с животом. Еще не класс у них так делает. У класса вообще круто получается волна. Я, кстати, только сейчас заметила, что у Криса есть татуха именно с логотипом лордов. Вот в конце, да, всегда. Это момент с Лабомбо, где Крис кричал «Джамп-джамп». Только как-то не странно показали то, что огонёчки там в конце зажигали на песне в самом конце Lighthouse. А что-то не поменяли. Ну, это вообще-то не классно, надо вопросы задавать. Излюбленная фишка все в обратную сторону. Все. Слишком мало, либо они совсем ничего не снимали, либо это решили оставить все на потом. Но такие приятные воспоминания о концерте, о самих лордах. Могли бы, кстати, они город показать, потому что Пи и класс они гуляли по городу. Могли бы камеру с собой взять, но они что-то этого не сделали. Вот. Ну, мало, конечно, хочется еще. Хочется, чтобы они посмотреть с их стороны, как они видят город, как им нравится, не нравится. Ну, будем считать так, что они были первый раз, они устали, потому что это наш крайний был в российском туре концерт. Они устали, решили никуда не ходить, решили много не снимать. Вот такой эпизод был. Если вам понравилось, можете написать, может быть, еще мы посмотрим эпизод какой-нибудь их. Так что давайте, я жду от вас активности, жду от вас комментариев, лайков, что еще хотите посмотреть. Так что ставим палец вверх. Все, я думаю, что вы поняли, кто такие лорды. Я думаю, вам... Да, один этот эпизод их особо не раскрывает, но я думаю, после того, как вы посмотрели этот эпизод, посмотрите все остальные. Все ссылки на Lord of Info, на Lord of the Lost, их именно канал, на канал TV of the Lost будет, также на группе все будет в инфобоксе. Так что смотрим, переходим, лайкаем их также, комментируем, подписываемся. Так что вот. Я очень хочу еще на концерт Lord of the Lost, я очень хочу еще, чтобы они приехали. Потому что нам надо подписать диск. Просто на их концерт сходить. Так что ждем их снова в России, снова у нас в Екатеринбурге. Так что всем пока.